Буду вам показывать цифры, что произошло с недвижимостью. Недвижимостью провинция Фомагуста, куда входят, видите, я отметил красными точками населенные пункты, которые, в общем-то, вот так сказать, именно вошли в эту оставшуюся часть, небольшую часть провинции Фомагуста. Период исследования у нас будет месяц, март, будем с апрелем сравнивать. И так, друзья, ну давайте просто покажу вам на примере. Меня смотрят русскоязычные, то есть русскоязычный канал, естественно, смотрит русскоязычная, так сказать, аудитория. Итак, самые такие туристически известные локации Айанапа, да, вот видим. И что, друзья, стоимость квадратного метра в данной локации или в данном городе-муниципалитете одна из самых высоких, ну не случайно, почему? Потому что все-таки это известный курорт туристический, 3702 евро за квадратный метр. Друзья, единственное, что здесь выборка у меня и старое, и новое жилье. То есть, так как рынок небольшой, поэтому я, чтобы перестраховаться, выборку сделал побольше, включив туда и старое жилье. Итак, мы видим, что в Айанапе снижение стоимости квадратного метра за один месяц минус 0,13%. Ну и давайте посмотрим еще вот про Тарас, да, тоже достаточно знаменитый курорт, муниципалитет. Здесь самая дорогая недвижимость, видим, 5326 евро за квадратный метр. Что, сравнивая март с апрелем 2026 года, мы увидели снижение вообще незначительное, минус 0,09%. Ну и подводя итоги, все остальные локации, друзья, вы можете, города, муниципалитеты, населенные пункты, можете сами прочитать, если такая необходимость у вас есть. И подводя итоги, вот здесь среднее арифметическое число в целом по провинции Фомагуста составила 2740 евро за квадратный метр. Как считается среднее арифметическое число, друзья, надеюсь, вы знаете. Итак, мы видим, что за месяц в целом по провинции Фомагуста стоимость квадратного метра снизилась жилой недвижимости на 0,18%. Переходим к следующему, друзья, слайду. Это интересный слайд длиною в 1 год исследования в целом по провинции Фомагуста. Та, которая находится на южной части острова Кипр. Итак, период сравнения август-апрель 2025 года. Видим 2694 евро стоимость квадратного метра. На табличке вы внизу можете это увидеть, подытоживающие данные, чтобы просто понимали, как пользоваться данными. И спустя 12 месяцев мы видим, что стоимость квадратного метра в целом по провинции Фомагуста достигла 2740 евро, что показало нам в годовом измерении незначительную динамику роста плюс 1,71%. Друзья, напомню вам, что в прошлом году, в 2025 году, я публикую раз в квартал, сейчас раз в месяц уже публикую данные. Так вот, весь 2025 год стоимость квадратного метра в провинции Фомагуста росла, и росла достаточно так убедительно. Ну, на уровне, по крайней мере, 4-5% мы видели. Давайте на этой карте, или точнее графике, рисунки мы увидим. Стоимость квадратного метра росла до декабря 2025 года, и с января, видим, друзья, что-то произошло. Да, мы видим, что стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться. Это пока лишь только колебательные процессы. Мы не можем говорить, что это тенденция, но что-то мне подсказывает, что данная динамика будет снижение продолжаться. Почему я так думаю? Я покажу вам макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики острова Кипр, и я надеюсь, вам станет все понятно. Итак, вы можете посмотреть отдельно по локациям, что произошло в течение года с недвижимостью. Итак, друзья, подводя итоги,
1,71% это рост в годовом измерении недвижимости в провинции Фомагуста, вот по всем данным локациям, которые вы видите в экселевской табличке.